Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу, как можно приготовить моющее средство, как для посуды, так и для стирки белья из натурального мыла. Я использую вот такое мыло Сила. Сделано оно в Харькове, стоит очень дешево. И объясню, почему это сейчас очень актуально. Дело в том, что любые моющие средства для мытья посуды, также для стирки белья, они очень концентрированные. И после стирки, а также мытья посуды, это средство остается на поверхности. Я заметила, что когда я стираю моющими средствами известных брендов, да, белье пахнет очень хорошо, но сильно насыщенный запах. Даже в комнате, когда я сушу белье, этот запах остается очень долго. И потом, соответственно, на одежде попадает все это на кожу. Особенно это актуально и важно для детей, у которых проницаемость кожи значительно выше, чем у взрослых. И все это попадает в организм, в кровь, и, соответственно, идет постепенное, но серьезное отравление организма. Я беру один кусочек хозяйственного мыла. Можно выбрать то, которое вам приятно по запаху. Я натерла всего лишь один кусочек мыла на мелкой терке. У меня получилось довольно-таки много. Я использую мелкую терку с этой стороны. И потом я добавляю воды. И нагреваю смесь. На медленном огне необходимо все мыло растворить. Чуть попозже я вам покажу результат, какое получается мыло, как оно загустевает, какой консистенции и сколько нужно брать такой жидкости для стирки белья. Вот я растворила уже частично мыло. Получилась такая консистенция. Добавила я всего литр воды. Вот можно посмотреть, у меня была полная баклажка, ну, может быть, чуть меньше литра. Постояла у меня смесь на плите всего-то 5 минут на очень медленном огне. И она постепенно растворяется. Сразу оговорюсь, что не стоит смешивать мыло разных видов. Допустим, у вас обычное туалетное, и вы решили смешать с хозяйственным. Может просто не смешаться, потому что консистенция и состав разный. Я уже так пробовала, не получилось. Почему стоит мыло доводить до жидкого состояния? Дело в том, что в принципе можно взять стружку, кинуть в машинку и, как говорится, не заморачиваться. Но дело в том, что стружка, она не всегда растворяется полностью. Иногда остается на одежде, создавая такие разводы мыльные, что не очень приятно. Иногда бывает на черной одежде много этих разводов, и действительно чувствуется, что мыло не вымылось. А когда мы сделаем жидкое мыло, даже вот в этом случае, тут есть еще некоторые крупинки, они полностью не растворились. Вероятность того, что в процессе стирки они все растворятся, стопроцентная. Сколько добавлять при стирке? Я делаю концентрированный раствор для того, чтобы не заполнять много бутылочек с этой смесью. Допустим, я использую вот такие фляжки, небольшие, 750 мл, и я туда заливаю концентрированную жидкость, приблизительно 1 литр на один кусочек мыла. И потом выдавливаю немного. Сейчас смесь в виде жидкости, но через сутки это будет гель. Я попозже покажу на следующий день, что у меня получилось. Я выдавливаю это геля немного и добавляю жидкости, довожу до консистенции воды. И потом только выливаю в машинку. Очень удобно. Сколько я беру жидкости для стирки? Где-то 50 мл такой концентрации. Добавила бы воды, разбавила. Воды, конечно же, побольше. И можно стирать где-то 5-7 килограммов белья. Если белье сильно грязное, то можно взять побольше. Смотрите по объему белья и по степени загрязненности. На следующий день можно увидеть результат. Получилось очень такое концентрированное желе. Как вы видите, цвет мыла немножко изменился, посветлел. И здесь такая вот масса в таком ковшике, который я использую для наполнения машинки. Он очень удобный из-за носика.
Я сюда тоже вчера налила где-то 1 часть жидкого мыла и 2 части воды. И как вы видите, масса тоже получилась густая. Мне удобнее хранить именно концентрированную массу, это занимает меньше места. А перед стиркой я добавляю воды, довожу до состояния очень жидкого и наполняю машинку. Также можно использовать эту жидкость для мытья посуды. Но для мытья посуды я разбавила бы тоже значительно.